Друзья, всем привет! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я покажу вам историю семьи с говорящей фамилией – Доброжанские. Они взяли в свою семью 8 приемных детей. Это история о настоящей любви и большом сердце приемных родителей. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайк и пишите свои комментарии. Привет! Кто меня встречает? Ой, это кто это так бежит быстро? Это Андрюша же, да? О, Андрюш, ты так вырос. Ты помнишь меня? Да. Или не помнишь? Помнишь? А это Ваня, да? Привет, Ваня. Привет, ты тоже вырос. Ну, папа с мамой только похудели. Мне кажется, поправили. Так, а это кто у нас? Даня. А вот это кто? Это Таня. Это Витя. Витя, вот Витя. Я вообще сначала не знала, что такое семья, и мама несколько раз мне объясняла, что это. Ну, а потом все-таки понял, что это. А что это? Это когда человек делает доброе, и другой делает доброе. Ну, семья – это любовь. Вы все-таки решились на приемное родительство. Почему, Лен? Почему? Да, почему вы на этот шаг пошли? Вот ради чего? Ради спасения? Ради спасения чего? Мира, себя, ради спасения ребенка. Я, наверное, сейчас скажу. Ну, у меня, если с моей стороны, да, говорить, то есть я там... Ну, у меня была там работа, у меня были какие-то интересы, хобби, еще что-то, то есть все, да. А когда мы втянулись в приемное родительство, на самом деле это заразительная такая штука, я не могу этого объяснить. То есть когда ты понимаешь, что ты здесь справился, ты можешь, ты смог, несмотря на то, что очень сложно, очень трудно, это такой вот постоянный вот умение вот... Ты же сам растешь внутренне с этим совсем. Конечно. Хочется не просто, да, помочь, а хочется дать, вот, ну, мы же даже когда своих детей рожаем, мы же их не только для себя рожаем. Такого Конечно. понятия, что мы рожаем для себя, нет. Это тебе сверху дали человека, которого ты должен воспитать и дать в мир, ну, самодостаточную личность, которая должна приносить пользу. Вот я уже, вот у нас вчера как раз тут такой спор был. Я говорю, должна приносить пользу, потому что смысл человеческой жизни, он только в том, чтобы быть полезным кому-то. А когда ты полезен для кого-то, значит, ты и себе делаешь очень много хорошего. Люди должны жить друг для друга. А сейчас люди живут, в общем, для себя. Ну так. И это большая ошибка. Угу. Потому что мы все взаимосвязаны. На самом деле мы все связаны невидимыми нитями. Вот. И все судьбы наши, они соприкасаются на очень тонком плане. Угу. И поэтому, когда мы берем какую-то тяжесть мира, мы облегчаем бремя этого мира. Мы помогаем миру. А почему тебе нравится математика? Она легкая. Да? А русский язык, что ли, сложный? Вот кто-то к нам еще... Вот так вот весело. Вот так весело у нас проходят съемки. Ваня прилетел. Вот у этих ребятишек никогда не скажете, у них заболевание такое вот спина бифида. Но они очень активные, и никогда не скажешь, что вообще у них есть какие-то проблемы с ногами. Подвижные, быстрые и очень умные. Да? В кавычках. Дети умные. Они еще и с юмором. Что это за диагноз, Лен? Вы можете, вот для тех, кто не знает, все-таки, да, это еще раз да, для тех, кто не знает. Это внутриутробное, нет, это не травма, это внутриутробное неправильное развитие спинного мозга, то есть нервной трубки плода, как она называется. Она бывает абсолютно разная, в поясничном, в крестцовом, в верхнем грудном, в зависимости от того, какие повреждения, от этого и страдают. У кого-то нет чувствительности, кто-то вообще не чувствует ног, какие-то детки не могут даже ползать, они только сидят, потому что, ну, вообще не работает. Кто-то может ходить даже с таким диагнозом и не знать, пока какое-нибудь, ну, обследование это вообще не выявит. Бывает, что у детей просто, ну, расстройство, там, они в туалет, да, не могут терпеть. И родитель начинает искать причину, они делают МРТ, а там оказывается вот в крестце Это такая грыжа, проблема. это грыжа, да? Да, они бывают, грыжа это когда ее видно, а бывает внутри, то есть эти позвонки нет, то есть вся проблема внутри, а снаружи ее не Всё видно. И понятно. она там вылезает, когда
когда-нибудь какими-то проблемами. Да, поэтому, она сейчас, слава богу, начали за это время диагностировать это на ранних сроках. У меня только несколько знакомых мам, которым делали внутриутробные операции, начали их делать у нас. Зинетка Дмитрий Юрьевич, вот нейрохирург, который... То есть внутриутробно уже можно делать можно, начали делать. Это ментально сохранные дети. Да. Они могут... Бывает, может быть, исключение, Бывает, когда да. там сопутствующие. Бывают, но не у всех. Андрюха. Чего ты? Чё у тебя? Да, давай. Так вот, так вот. Молодец. Молодец. И пиар про Андрюшку. И вот прям Андрюшка, а я так уже боюсь что-то загадывать, но так он мне понравился, и такой он там маленький, такая фотография прям пронзительная была. Я говорю, ты знаешь, там, правда, уже не это, там другое. Он такой, в смысле? Но дома я уже мелким всем показала фото Андрея. Говорю, смотрите, как у мальчика рассказал им, что вот того забрали, а вот есть еще такой. Это Андрей. Да, Андрюха, да. И я показала Славе фотографию. Там много было фотографий. Ну все, и как-то вот, да, товарищ наш появился. Вот, Андрюшка, молодец, давай. Тут ты разворачиваешь бедро, а надо все-таки ногу больше двигать. Давай. Все, молодец. Ага. Отдыхай. Лен, вот каким забирали его, можешь вспомнить? Вот смотри, что у него сейчас? У него ножки, я так понимаю, да? То есть вот... Вот, мы сделали операцию. У нас, сейчас контрактурки появляются опять, но это все равно, это как бы одну из наших проблемочек. Да. Но мы, когда вы были в тот раз, то есть Андрюша вот таким прямым не был. Вот мы сделали операцию, мы убрали контрактуры. У нас появилась свобода движений. Андрюш, скажи, ты же можешь сам передвигаться совершенно спокойно, да? Да. Да? То есть и без коляски даже? Да. На руках? На руках ты ползаешь? Или Да. как? На руках? Да. То есть, получается, Лен, руки развиты у детей? Да, мы развиваем, да. Ну, вот я вот даже вот по этой лестнице, прям у нас такая тренировка, я говорю, 3 раза вверх, 3 раза вниз. Вот, Андрюшенька, сейчас мы заряжаем телефон, и он сказал, что, Галя, я буду охранять твой телефон. Вот он такой, Лен, у вас какой-то такой ласковый, и он прям так чувствует сразу, и он такой помощник, Лен. Это да, он сейчас тоже с мелкими пытается помогать и сидеть, в силу Он своих такой и есть, то возможностей. есть вот он всегда по жизни? Он всегда такой был. Вот у него такой характер. А он очень нежный, да, он нежный на самом деле. Он даже уроки Ох ты, не правда, получается, дамский угодник, да? Очень Да? любит, он очень любит, да. И я смеюсь, я говорю, мы пошли в школу, я говорю, везу его. Идет какая-то женщина с ребенком. Ага. Андрюша, привет. Другая там женщина, Андрюша, а он всем привет, там, здорово, там, туда-сюда. Андрюш, правда мама рассказывает, да? И дядя, спрашиваю, в школе, в саду за него девчонки дрались, кто будет возить коляску. В школе опять девчонки дерутся, кто его будет на этой коляске возить. Там вообще прям битва, они забивают, кто его везет. То есть он уже такой... Сидят там. Смеемся. Ты скажи, пожалуйста, ты их как заставляешь-то всех так к тебе относиться? Никак. Да, они сами, да, не то, что он, а вот так он так вот все людей Он располагает. такой нежный. Да. Что самое сложное вот с ребятишками со спиной бифида? Вы уже вот столько лет, вы опытный папа, вы можете сказать, что трудное самое? Самое трудное? Да. В основном трудности переносят сами дети. Они в основном несут свои трудности. Угу. А мы помогаем со своей стороны, как можем, им реабилитироваться. Да. Помогаем им как-то адаптироваться, социальные какие-то связи наладить между собой в семье. Вот вы же помните, каким он был? И я тоже очень хорошо помню. Вы же его тогда только взяли, и мы приехали. Он сейчас в школу ходит, умеет считать, писать. Вот. Сам пишет, сам одевается. Раньше он не мог. Этого не мог? Нет, не мог. Угу. Он даже сам памперс себе одевает. И катетеризируется тоже уже сам. Да, сам. Молодец. В этом вот возрасте. Он просто умничка. Андрюш, тебе сколько сейчас? 7.
7 лет, да? Да. То есть, получается, по возрасту пошел в школу. Не позже вы решили, да? Прям вот... Мы решили, да. У нас коррекция, потому что есть вещи, которые, они, скорее всего, связаны с определенными моментами. У таких деток бывает медлительность, она вот именно с диагнозом связана, не потому что там не хватает. И мы долго с психиатром, я и со специалистами общалась, мы решили все-таки не тащить его в общую школу, Да. чтобы не делать ему хуже. Мы просто решили, что если у нас будет скачочек такой хороший, мы проще потом перейдем, нежели мы сейчас будем ребенка насиловать тем, с чего он просто физически ему тяжело будет делать. Вообще сложно заниматься теннисом Нет. на коляске? Нет. А что самое главное? Скажи, какие качества нужны ребенку, чтобы играть в теннис? И тем более на коляске. Скорость, Мгм. замах. Руки должны быть сильными, да? Да. Покажи свои руки. Ну-ка, мускулы. Вот так вот. Ого-го. Так, Ваня занимается Мы кидать не будем. большим теннисом. Так, покажи мне, Основные ваши. да, как ты занимаешься. Так. Ага. Что самое главное, скажи? Ударить по мячику? Замах. Замах, да? А сколько он с рождения? с рождения? С рождения, 6 да. лет. Он сначала попал в роддоме, потом его перевели в Люберецкую больницу, чтобы по диагнозу операцию ему в 2 месяца То есть он делали. родился со спиной бифида, да? Да, даже не 2 месяца, наверное, в апреле, да, он мартовский, а в апреле мы уже делали сечение грыжи. После этого выхаживали там же где-то в больнице. Он до года и себе вообще в больнице жил. А что такое в больнице жить ребенку? Мы все понимаем, да, я уже да. не буду, чтобы Ваньку лишний раз не травмировать. Мы все это с ним проговаривали. После этого перевели в Подольский дом ребенка. То есть он еще и там рядом с нами, оказывается, был какое-то время. И с Татьяной Юрьевной, которую все теперь его знают, как бы помнят и рады, что он теперь здесь с нами. Мы много разговаривали по этому поводу. Я про Ваню с детства интересовалась. И вот в 15 году его перевели в Дмитров, в Дмитровский дом, в Дмитровский интернат для детей с определенными там проблемами. И оттуда мы его в декабре 17-го забрали. Лен, что он умел делать на тот момент, когда вы забрали? Все, в принципе. Ага. Он очень шустрый. У него степень поражения низкая. В принципе, если бы не Ванина лень патологическая наша, с которой мы Я бы боремся, сейчас ходила. он бы сейчас ходил. То есть да. Ваня мог бы Да, ходить? да, мы сделали операцию, мы 3 месяца провели в Кургане. Мы сделали тяжелейшую операцию на тазобедренных суставах, все. Вань, ничего Да, себе. вот сейчас он себя уговаривает. У нас, к сожалению, ушла опять нога, потому что нужно делать определенные вещи после этого. Но уже Мама стоит, 10, Лен. мама 10 месяцев его в жестких ежовых рукавицах гоняла, одевала на него все эти приспособления. А потом это пандемия и куча всего. С домом мы завязались. Я, как говорится, ослабила вот эту хватку. А Ваня решил, что он не будет ничего делать. И ничего не делал. Мы сейчас ругаемся, мы очень не любим ничего на себя одевать. Но это одно из правил, по которым мы должны двигаться, чтобы... То есть ему нужно было ортезы Да, надевать? все есть, он стоит в углу, но это Он ж просто не надевает. надевает, да. Скажи, какие у тебя самые хорошие качества, Ваня? Вот как ты считаешь, за что ты себя хвалишь вообще? Я вообще никогда себя не хвалил. Почему? Сделал дело, вот и сделал. Ты обещал маме машину купить, когда У вырастешь? нас не было такого разговора. Не было такого разговора? Мама правду только говорит. Андрюш, ты купишь маме машину, да? Большую. Вырастешь, заработаешь на большую машину. Ладно, есть разговор. Ладно, Вань? Был, да? Все, хорошо. Не вижу тебя, Ваня. Ты где ты пропал? Тяжело физически. То есть, да, приходится этих детей много переносить, да? То есть вот в этом плане, Да, я так вот у меня понимаю, да? утро вчера, да, начиналось Вот как? с того, что Ага. мы же в школу приезжаем, сами понимаете, грейдер прошел улицу, почистил возле школы, да, вот такая штука. Да. Там дворник прошел, дорожку почистил, но я же подъезжаю на машине, да неважно, даже если бы я не на машине подъезжала, но я подъезжаю на машине, и я понимаю, что я не могу. Мне надо вот через вот это вот перекинуть коляску.
через сугроб. через вот этот сугроб, навалят, который вот так нужно провалиться. Потом я должна Ваню поднять и перекинуть. Хорошо, мы подъезжаем вместе с его преподавателем, если я успеваю. Павел Александрович перекидывает Ваню, а я эту коляску. И он ругается, я ругаюсь. Я написала на добродел, ну, я так думаю, что там особо ничего никто не рассматривал. Ну, вы почистите подъезд хотя бы для вот, чтобы можно было машину поставить. И, к сожалению, и у Андрюшки возле школы то же самое. Вчера дорога не. Я объясняю ему, я высаживаю ребенка, инвалида. Ребенок не ходит. Вы везете абсолютно из соседних домов здоровых детей, ходячих, они у вас на машине даже к школе подъехать, занимают все место, мне встать негде. Я вчера встала так, чтобы меня могли объехать, так меня там обхаяли, обругали. Ну, понятно. То есть видят, что открывается машина, я из багажника достаю коляску. Вот это вот просто наше общество. Родители. Вообще просто смотришь на людей, и мне вот прям, я вчера с этого завелась, с утра тему кинула, у нас понеслось. То есть человек даже не пытается понять ситуацию, увидеть, что вот это вот так вот. То есть вот ему надо вот здесь Меня стать это не и касается, высказать. да? И вот это чувство, я думаю, боже мой, ну а куда мы можем катиться? То есть он сидит, он родитель, он показывает вот это своему ребенку, вот это отношение, а потом, ой, а что это у нас там? Ну вот оно общество, вот отсюда оно идет. Мало того, что у нас от власти имущих не добьешься, просто банально, на весь город Подольск 2 ребенка только колясочников посещают школьные учреждения. Это мои дети. Только 2 ребенка. Больше ни одного Остальные дети сидят по домам. Остальные, да, наверное, сидят по домам с родителями, потому что, ну, видимо, не такие смелые, может быть, да, которые пришли и сказали, мы будем учиться вот так вот. Ну, вы смелые, ходить, вы, да? вы правда смелые. И поняли там еще по Андрюхиному детскому саду, что спорить бесполезно, либо я пойду еще куда-то в другое место. Ну, и как-то так, ну, вы хотя бы организуйте это. То есть мы приезжаем, пандус нечищенный. Ну, стоит папа, я говорю, по моему, если няня наша не приходит, у него сопровождение, вот она из садика с ним теперь перешла в школу. Я кого-нибудь прошу, помогите поднять коляску, потому что по пандусу коляска не проедет, если там вот такой слой снега. Я захожу в школу, говорю, а почему не почистили? Ой, у нас дворники там не успевают, уже извиняются, правда, делают. Но вот это вот отношение, что вот мне надо подъехать, встать, а ты там со своими, господи, иди ковыряйся, прыгай через везде. Ну вот это, да, обидно и неприятно. Это, конечно, тяжело. Так, это кто? Это Не кто? ругайся, Феся. Лена. Ну все. А что она? Она просто Она новые много народа, люди, да, она много все. Давай людей. почешу. Давай Очень. почешу. Да, мой золотой. А как это делается? Ну, давай, сейчас посмотрим, как это все собирается. Вань, вкусная шоколадка? А? Вань, нормально? Мама разрешает? Или я запрещенку дала вам, да? Запрещенку? Понятно. Самая важная цель, я считаю, вообще любого родительства, приемное, оно неприемное. То есть не просто, ой, пусть он поживет, мы его полюбим, а потом вот он куда-то пойдет. Да нет, тут я думаю, что все-таки это на всю жизнь. Приемное родительство даже после 18 лет, оно все равно останется. Ребенок должен понимать, что где-то есть дом, куда он при любой сложности может позвонить, прийти и получить поддержку. Спрашиваете, как мы живем? Вот так же. Тебя как зовут? Тебя как зовут? Кукла? А это наша звезда, да, Танюха. А ты кто у нас? Давай, рассказывай. Витя, Витюль. Вы сложите, мы потом сделаем. Давай. Вить, ты такой быстрый. Это же вообще... Малышей хотелось каких-то таких шебутных. Ну, вот мы прям хороших получили малышей, очень шебутных. Хотелось маленьких. Ну да. И в доме появились сначала Витя, а потом Таня. И что интересно, решение о Вите принял папа Слава. Он просто взял малыша на руки и сказал. Он такой классный просто. Ну, взял, он говорит, он Очень такой классный, говорит, такой хорошенький. И вот как-то все. Я думаю, ну, раз муж Ну, сказал, значит, останется он там, справимся. но он да. же пропадет. Это кто балуется, Вань? Вань, ну ты-то взрослый. Витя. Вот у тебя руки сильные, Вань. Ты можешь его поднять? Ну-ка, давай. О, не зря, слушай, ты большим теннисом занимаешься. Руки сильные у тебя. Он лежит в кроватке, Мгм. ножки торчат, он лежит спиной к окну И в и окно. просто лежит. Да, вот ножки эти торчат худенькие. Постучали, вот Один. он тогда встал. Один. И уже после того, как мы погуляли несколько раз, мы с ним ходили, помнишь, как он эту машинку возьмет и погнал, папа за ним на руках. Ну, здорово, мы с ним гуляли по всей территории, носили его на руках. И мне нянечка говорит, вы представляете, вот прошел пару этих, а мы в одно и то же время практически. Он встает к окну, показывает на окно и уже ждет.
То есть он начал ждать. Известна его история? С какой он семьей? Да, Что да, случилось? сейчас скажу. Так, мама, я не знаю, был брак, не, ну, судя по, у нее 3 детей до Вити от одного мужа, я как поняла. Она сама инвалид детства по тугоухости. Вот. И вот родился Витя из разговоров в опеке, потому что маму они знают, ну, как бы характеризуют, ну, уже мама и мама. Она просто испугалась, когда попала с ним в больницу. Ей наговорили кучу вот этих страхов про то, что вот это страшный диагноз. Я вот только так могу это. И она, понимая, что у нее 3 детей уже есть, и этот ребенок сложный, она написала заявление, сказала, что я его не потяну, я не вытяну его. То есть и она написала согласие на усыновление или опекунство и платит на него алименты со своей пенсии. Вот. Я ее нашла в соцсетях. Ну, девчонка такая, да, она родила девочку здоровую после него в 19-м году, он в 17-19. По фотографии очень все, семья такая. Я с ней списалась, она испугалась очень, что я ей написала. Я ей просто сказала, что я буду лишать ее родительских прав не потому, что, а просто, чтобы юридически некоторые моменты решить. Она говорит, я согласна. Она сказала, что я рада, что он нашел семью. Мы больше не стали ничего объяснять, потому что, ну, что я буду ковырять человека. И когда все-таки есть сила, еще возраст позволяет дать кому-то еще вот это все тепло, возможность, ну, чуть-чуть другую жизнь увидеть, да, поставить на ноги. Танюшка, такие глазки красивые. Да. Такие глаза красивые. О, Господи, тут птицы. Помощница? Мамина Видит, кто там на дороге валяется, она тоже подбирает. Звонок, то же самое, я сижу дома, а мы вторую девочку хотим. Мам, давай девочку возьмем. Ну, типа, одни мальчишки, хочу девочку. Мы девчонку присматривали, ну, в районе, ну, в Московской области очень сложно. Одни мальчишки. Да, здоровых Ну, да, не кстати, было детей, да. Вот, и тут звонок. Звонит мне представитель опеки города Балашихи, ну, что так это, да. Уже знают вас. Да. И говорит, вы знаете, вы, говорит, у нас ресурсных семей, у нас тут девочка есть. Я говорю, расскажите, что? Он говорит, рассказываю. Ребенка только что изъяли. Вы можете сегодня приехать? Ну, я понимаю, 6 часов вечера, зима, такой не зима, весна, вот это месиво, февраль, ну, еще, да, месиво. Думаю, ну, туда ехать, я говорю, ну, 3,5-4 часа, я говорю, мне сейчас вот по таким пробкам переться. Она говорит, ну, нет, говорит, это поздно, говорит, мы закроемся, а вам надо еще дать бумажку специально, чтобы вы могли. Мы сейчас ее тогда в больницу поместим, а вы завтра приезжайте. И вот, ну, как мы так. И я так чуть-чуть детям пошла, сразу рассказала. Слава, ты здесь? Слава еще не в курсе вообще. Вот сейчас я расскажу, как он про это узнал. Нет, стоят перед... Ну, мы же, нет, мы же второго ребенка ищем. Будет ребенок. Сразу сказать. Да, да, да. Нет, мы второго ребенка ищем. Заключение на 2 Да. есть. Все уже определено, да? Но когда мы пошли ее смотреть, я иду и думаю, ну что же так? Ну и мне так в 2 словах, я говорю, мне хоть расскажите, что? Да. Мама выпускница детского дома. Ну вот я говорю, познакомься, это Татьяна, теперь она живет с нами. Он такой, кто это? Я говорю, ну, ребенок, ну вот, да, живет с нами. Привет. И он с папой с ней познакомился на Новый год. Это же прям, не на Новый год, на Новый год. Это мы приехали что-то, да, домой. Лялька. А что жениться-то? Можно и так вот ляльку взял, полялькался, да? Ребят, как дети меняются в семье? У вас такой огромный опыт. Ну, они просто становятся детьми, развиваются, растут, показывают какие-то свои стороны, которые у них есть. Конечно, меняется. Например, как Танька, она как затравленный зверек была. Сейчас это такая девка у нас бегает, что ой-ой-ой, она еще дерется со всеми. Мы, конечно, прикладываем свои усилия, но помощь всегда приходит не от наших усилий, а помощь всегда приходит сверху. Вот это самое важное. Через людей. Через людей. Сверху, через других людей, какие-то ситуации. Да. И будет дома, нагоняй, только не меня счастливей в эти дни. В ноябре 2022 года семья Доброжанских забрала из детского дома еще 4 детей – Машу, Матвея, Диму и Егора. Их мама злоупотребляла алкоголем, и в один из дней она просто забыла забрать их из детского сада.
Именно этих детей и забрала семья Елены и Вячеслава к себе. Всем привет! Вот мы хотели рассказать про нашу, как я ее называю, великолепную четверку. Она у нас появилась больше года назад. Попала к нам, такое счастье свалилось. И это самый младший товарищ. Его зовут Егорка. Но это он у нас уже вырос, он у нас уже деловой. Так, вот это наш Егорка. Вот Матвей. Скоро Матвей пойдет в школу уже в этом году. Ты скажешь привет? Привет. Привет, Маш, сколько тебе лет? 9. Будет 10. Будет 10. Маша ходит в школу, да, Маш? Да. Нравится? Да. Ну, немножко тяжело, да? Да. Немножко тяжело, но мы учимся, все у нас потихонечку получается. Ну, вот Димка сидит. Димон, привет. Ну ладно, ты что, говори привет. Димка занят, у него сейчас завтрак. Застеснялся, полный рот, скажи правильно. С полным ртом ничего не говорят, правильно? Надо проживать сначала. Так что вот. Вон, Витя привет передает, да, Витя? Вон Татьяна какая у нас выросла уже большая. Вон Димка встал. Вижу города, за ними море, 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 ветра, море, линий света, море, шелка и ветра, море, лето. Будет ли домом, станет ли домом все, что достижимо, но по сути невозможно. Легче, чем пыль, легче, чем воздух, даже чем звезды улетают. Друзья, напишите в комментариях, понравилась ли вам эта история. И как вы считаете, что нужно изменить в нашем обществе, чтобы отношение к инвалидам изменилось? Не забывайте ставить лайк под этим видео и оставайтесь такими же неравнодушными.